Мое путешествие началось издалека. Машина, автобус, метро, поезд. И вот я уже приближаюсь к Самаре. Когда-то я лишь мечтал оказаться в этих местах и увидеть тех, кто вдохновлял меня через экран. Сегодня это стало реальностью. Вместе с лесным строителем мы пройдемся по лесным тропам, заглянем в его укрытия, землянки, а также посетим строения других блогеров. Для меня это не просто поездка, это день, который останется в памяти надолго. Всем привет, друзья! Вот я наконец-то приехал в Самару. Нахожусь сейчас в центре города и думаю, самую первую достопримечательность Самары я сейчас вам покажу. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, как у нас тут все обустроено. И знаете, первое впечатление, что землянка прям очень огромная. И на видео она буквально маленькая, как берлога. Так, ну что, классная землянка. Первая в Самаре. Мое посещение здесь. И думаю, нужно обязательно записать в тетради, ставить свой след. Так. Времени довольно мало, поэтому беглым взглядом я осмотрел землянку, сделал для себя несколько фотографий. И у меня еще на повестке дня сегодня много интересных мест, которые я посещу. Ну и все, да, наверное, увидимся в следующем месте, буквально через секунду. Ну что, добрались мы до второго места. Сегодняшний день у нас очень насыщенный, быстренько гоняем по самым таким интересным местам. И, как вы, наверное, поняли, здесь у нас каменный дом. И предстоит вот такой вот крутой спуск. Я на самом деле думал, что он гораздо меньше на видео, но здесь реально круто. Во всех смыслах этого слова. Там у нас Алексей уже спускается. Надо его догонять. Ну и знаете, вид на реку Волга просто потрясающий здесь. Одно удовольствие созерцать. Она такая широкая. Там, где я живу, в принципе, тоже недалеко есть Волга. Но она не такая масштабная, скажем так. Ну, ягоды какие-то. Ну, конечно, я их не буду есть. Да, надеюсь, там есть она. Нормально.
Так, ну что, вот он, момент истины. Заходим внутрь. Обалдеть. Ну, знаете, внутри гораздо круче, чем я ожидал. Но на самом деле здесь офигенно. Давай здесь бы переночевать еще. Картины все здесь. Лежаки 2. Помню, какое-то место было здесь просто вот навалено было куча земли. И то, что сейчас стало. Жаль, у нас таких мест нету. Ну и как обычно, надо, конечно же, оставить свою запись в тетради. Ох, тут, конечно, список приличный. Так, начинаем новую страницу. Хочу просто увидеть эту невероятную речку. Все, покидаем это место. У нас на пути следующее не менее интересное, надеюсь. Ну что, поднимаемся на Молодецкий курган. Весь день в пути. Уже на самом деле силы подводят. Но ничего, еще впереди нам предстоит много интересного все посмотреть. Да, дух захватывает. Для меня, человека, который в принципе горы редко видел, это просто круто. Так, вот мы и добрались до самого низа этого оврага. Еще предстоит подъем, наверное, половину от того, что мы уже преодолели. Ну, бурелома тут, конечно, очень много. Такая просторная, из мощного прям дерева. Но путь сюда невероятно тяжелый. И так, что у нас тут есть интересненького посмотреть? Понимаю, тетрадь посещения. Думаю, отметочку свою я тоже оставлю. Как же тут много записей. Тут буквально очень много посещает людей. Белгород, Тольятти. В общем, тоже свою отметку оставлю обязательно. Не зря же я сюда подымался. Так холодно здесь. Ну и вот самое интересное, здесь это, конечно, массивные бревна. То есть вот буквально
шире просто моей ладони. Поверьте, у меня ладонь огромная. Здесь еще больше. В 2 ладони. Прикиньте, это сюда еще надо дотащить. Вырубить вот эту чашу. Все уложить. Просто невероятная работа была здесь раньше проделана. Ну и радует, что это место живет уже очень долго. И, поверьте, проживет еще не 1 десяток лет. Ну и стол подвесной, вот он. Только что я его убрал. Все как следует охватился в этой землянке. Снова нас ожидает тяжелейший спуск, подъем. Да, добираемся до очередного места на сегодня. Потолок, кстати, весь обшит какими-то постерами разными. Вижу значок Лады. Ладно, все, отправляемся дальше и увидимся в новом месте буквально через несколько секунд. Плывем к последнему пристанищу на сегодня. Нас ожидает землянка у реки. Осталось переплыть реку. Мы уже почти на центре. Солнце садится, и надеюсь, мы успеем до темноты. Ну и надеюсь, что будет землянка в порядке, примет нас сегодня и обогреет. Но желательно, конечно, чтобы там никого не было еще. Ну что, вот мы и подплыли к очередному месту, пристанищу на сегодня. Надеюсь, что на сегодняшнюю ночь. Наверное, многие уже догадались, что это за место. Да, конечно же, верно вы подумали. Я нахожусь в землянке у реки. Прибыл в это легендарное место. Ну, знаете, на самом деле, дух захватывает. Сколько я смотрел здесь видео про эту землянку от различных блогеров, да, кто вообще ее посещал. Следил за стройкой буквально вот с самого начала ее производства. И вот я наконец-то здесь. Давайте зайдем, наверное, не знаю, внутрь посмотрим. Обалдеть. Землянку у реки, представляете? Даже не верится. Спальник один есть. Не верил, что когда-либо смогу вообще попасть в это место. Да, может быть, оно уже не выглядит так, как первоначально, но поверьте, все равно чувствуется какой-то дух, да, знаете, атмосфера. Все-таки печка, вот, например, уже, наверное, пришла в негодность, возможно. Так, конечно, тоже покосило немного, но умывальник, все здесь целое. Это самое, то же самое зеркало на месте. Кто-то воду оставлял. Лежак, та же самая пенка, походу. Тут, кстати, даже 2. Ваш-палатка. Надо, знаете, немножко перевести дух и немного так, ну, поосесть, скажем так, потому что это место одновременно и удивляет, и разочаровывает, потому что оно приходит, конечно, в запустение. Ну и ладно, все равно это место легендарно, и сегодня я хочу провести здесь ночь. Даже не знаю, получится ли затопить печь. Слегка ее, конечно, так повело. Но, думаю, стоит попробовать и уже увидим. Вот ящик с провизией до сих пор на месте. Слушайте, тут столько
продуктов, что жить можно. Ну и мыши до него до сих пор не добрались. О, тоже пригодится. Смотрите, дверцу немножко починил. Временно, конечно, она будет держаться, но на постоянной основе понятия не имею. Ну, пока держится, собственно. Пойду умоюсь, что ли. Ну что, пойду попробую собрать какой-нибудь, не знаю, хворост, что ли, чтобы растопить печь. Может быть, выгнать изнутри комаров. Да, золы, конечно, там много. Нашел, в общем, какую-то газету валялась. Надо немножко выгребсти. Да, она там битком. Как будто ее не вычищали уже, не знаю, лет 10. Спичек-то у меня нету. Надеюсь, найдутся здесь. О, отлично. Надеюсь, разгорится. Даже если дым пойдет внутрь, в этом ничего плохого нет. Ну все, печь прям замечательно функционирует. Дверцу я починил, и временно она работает. Ну ладно, я на самом деле вот так вот на всякий случай представлю. Так надежнее, знаете. На самом деле я думал, что сейчас пойдет дым изо всех щелей в этой печи. Но как ни странно, ну да, есть, конечно, немножко дымок, но в целом он весь уходит в трубу. И единственное, что меня сейчас здесь напрягает, это наличие комаров, их тут просто тьма. Я думал, что у меня в землянке их много, но я ошибался очень сильно, потому что здесь комаров больше в 2 раза. Но, может быть, просто сезон такой, я не знаю. Но надеюсь, дым их выгонит. А так, в целом, я доволен. Знаете, не хотелось бы тут... О, какая-то живность летает. В общем, не хотелось бы мне, чтобы здесь было слишком жарко, и поэтому я сейчас прям принесу, поставлю в воду, готовить ужин. Я думаю, гречку нужно обязательно сварить. Я сегодня с 10 утра, ну в целом я еще со вчерашнего дня добираюсь в Самару. И в общем с 10 утра мы гоняем по всем местам, ну естественно, по которым успеваем. И смотрю их, и конечно поражаюсь Жигулевскими горами, национальным парком Самарская Лука, ну и в целом. Так, ну что у нас тут? По-моему, не дымит ничего, да?
Слушайте, ну что, сегодня достаточно жарко было на улице, я думаю, вода теплая. И, соответственно, как можно посетить это место и не сходить искупаться. Искупался и стало гораздо легче. Ну и как раз у меня тут гречка, наверное, сварилась. Ну да, сейчас пойду возьму тушенки, быстренько поем и спать, потому что уже все, сил нет. Утром я осмотрю все вокруг, покажу вам. Ну, конечно, в первую очередь я посмотрю сам своими глазами. Дальше будет видно. О, тяжелый день сегодня, вы просто не представляете. Столько всего увидеть, такие эмоции. И к вечеру как будто такое состояние уже, ну, конечно, не подавленное, но такое уже все. Переизбыток эмоций. И ладно, что я тут болтаю. Сейчас буду ужинать и спать. В тетрадь я завтра даже загляну. Сегодня не буду смотреть. Что хочу сказать, что спалось на самом деле не очень хорошо и прям, ну, не выспался, можно сказать. Ну и ладно, придется стартовать тоже рано. Да, блин, круто здесь. Все равно очень хочется посмотреть места. Вот сейчас рассвет попробую заснять. Погулял по этому атмосферному берегу. Поднялся наверх, там где изначально был построен из стрейч-пленки балаган. Ну все, собран рюкзак. Кидаем это место и на самом деле, ну, хоть какую-то лепту я, допустим, унес. Дверца теперь, например, держится. И она, в принципе, продержалась, даже когда нагрелась. Очередное место на нашем пути — это дом Вовки Ком, дом на дереве. Он, наверное, уже, скажем так, в заброшенном состоянии, недействующим. Заколочен, лестницы нет. Но выглядит на самом деле это очень эпично и массивно. Такой достаточно огромный дом на дереве, и на видео он казался гораздо меньше. А то вдруг тоже захочется построить дом на дереве, к примеру, и что-то интересное для себя сейчас посмотрю. Смотрите, вообще дерево просто необъятное. И подходим к очередному месту на сегодняшний день. И это у нас землянка Илюхи. Очень она так прям сливается с местностью, здорово. И давайте пойдем поближе посмотрим.
Будь как дома, путник. Давно, видимо, никто землянку не посещал, прям паутиной вся заросла. Да, внутри на самом деле здорово все выглядит. Ну и по высоте она хорошая. То есть полный рост стою. А здесь еще ниже гораздо. Умывальник. Дёготь. Это у нас... А, это фонарь, тот самый. Тоже газ, горелка. Много всего интересного. О, вентиляция. Здесь, кстати, очень сухо. Здорово здесь. Мне прям нравится. Очень сухо. Лежак такой прям нормальный, просторный. Очень много вешалок этих самодельных. Да. Уютненько, очень уютно. Ну и, конечно, сразу буду записываться в тетради. Кто у нас тут последний был? Ну, довольно давно. Вот, схрон тайный. Ладно, не буду его открывать. Ну что, в тетради записался, осмотрелся вокруг, нашел тоже вот эту легендарную надпись. Мы тоже следим за тобой. Ну и отправляемся дальше в путь. И у нас на очереди дом под землей. И думаю, вот это место как раз последнее будет у меня в таком коротком видео, в сборнике. А дом под землей, может быть, подснимаю подробнее. И так что всем пока. И увидимся, конечно, в доме под землей. Совсем скоро мы туда отправимся.